Привет, друзья! Это видео представляет собой гид-энциклопедию практически по всем выпускавшимся в советское и российское время гелиосам. После просмотра этого видео вы будете знать о гелиосах практически все. Чем различались, на каких заводах выпускались, нюансы сборки и эксплуатации и, конечно же, какой гелиос лучше выбрать. Все это вы узнаете после просмотра этого видео. Я продаю различные фотоаппараты, объективы, фотопринадлежности, в том числе вот такие гелиосы. И информацию о них вы можете найти по ссылке в описании. Приобрести все это вы можете в моем профиле на Авито. Также у меня будет представлен ссылка на мой телеграм-канал. Кому интересно, тоже может подписываться, потому что там представлены будут различные примеры с различных объективов и также с различных фотоаппаратов. Ну и всякие другие прикольные, интересные штуки, связанные с моей деятельностью. Так что призываю всех, кому интересно, подписаться на мой телеграм-канал, кому интересно приобрести объектив, заходите на мой профиль на Авито, и любой из этих гелиосов может стать вашим в дальнейшем. Несколько лет назад я уже делал подобное видео, в чем различие между гелиосами. Касалось оно в основном различий между базовыми моделями гелиосов. Это Helios 44.2, Helios 44M и Helios 44M4. До сих пор это видео самое популярное на моем канале, поэтому я решил его немножко расширить, дополнить и снять про другие модели гелиосов и более подробно рассказать про все нюансы, связанные с гелиосами. Для самых нетерпеливых, не любящих ждать и не любящих ни в чем разбираться, сразу даю короткий совет и ответ на вопрос, какой гелиос выбрать. Ответ такой. Абсолютно любой из них. Принципиально по качеству изображения, которое выдает любой из этих гелиосов, существенной, подчеркну это слово много раз, существенной разницы между этими объективами не будет. Для вас будет разница только если вы фотографируете кирпичные стены, потом их увеличиваете в 10, а то и в 100 раз, либо снимаете какие-то проверочные таблицы с очень-очень мелким текстом на 50 мегапиксельные камеры, а потом этот очень-очень-очень мелкий текст вы сильно-сильно-сильно увеличиваете. Тогда да, для вас будет разница. Если же вы просто собираетесь снимать обычные стандартные фото людей, городских пейзажей, я уж не говорю про видео, где разрешение вообще там несколько раз ниже, то никакой принципиальной разницы для вас не будет. Можете смело брать любой из гелиосов, из тех, которые вам доступны, которые устраивают вас по цене. Ну и смотрите, самое главное, на состояние. Ну и, как обычно бывает, чем новее, тем все-таки состояние у них чаще всего лучше. И в работе они в целом удобнее. Единственная какая-то более-менее вменяемая разница между этими объективами, если не пользоваться проверочными таблицами, будет между моделями с обычным однослойным просветлением и моделями с мультипросветлением. Вот там, да, вы сможете невооруженным глазом увидеть хоть какую-то разницу. Разница сводится к тому, что модели с мультипросветлением имеют чуть большую контрастность, имеют чуть более яркие цвета и чуть лучше работают при контровом свете. Это может как-то более-менее существенно сказаться при печати и если вы снимаете на пленку. Там, да, это может быть какое-то более-менее решающее значение может иметь. Если вы собираетесь снимать и просматривать все это потом на мониторах, тем более снимать видео, то никакого решающего значения это не будет иметь. Любым редактором можно загнать цвет и яркость и контрастность до нужного значения. И тем не менее, к моделям без мультипросветления у нас относятся модели Helios 44, Helios 44.2, 44M и 44M4. Все они между собой снимают практически одинаково. Никакой существенной разницы между собой вы не увидите. По удобству пользования более поздние модели с буквой M чуть удобнее, поэтому если есть возможность, рекомендую выбирать вам именно их. Что касается моделей с мультипросветлением, это Helios 44 M5, M6, M7.
MC, естественно, все они идут. Также попадаются редко с мультипросветлением Helios 44M, это очень редкая модель. И более-менее не так редко попадается Helios 44 M4 MC. Все они между собой тоже снимают примерно одинаково. Традиционно лучше всех считается Helios 44 M7, как самый резкий и самый четкий. Но, признаться, я какого-то тотального преимущества не заметил. Если оно и есть, то, опять же, все это можно найти на при съемке каких-то таблиц. Для обычных фотографий, для реальной жизни подойдет любой из этих MC объективов. Итак, с краткими выводами мы покончили, переходим к более подробному погружению в мир гелиосов. Я расскажу подробнее про каждую модель, про то, какие заводы их выпускали, какие нюансы по ним встречаются и на что обращать внимание при покупке. Рассказывать буду плюс-минус в хронологическом порядке по тому, как они появлялись. Для более быстрого поиска у нас есть тайминг в описании, по которому вы сможете легко и быстро найти нужную интересующую вас модель. Helios 44 – это первая модель гелиосов, которая выпускалась советской промышленностью. Соответственно, это копия немецкого объектива Carl Zeiss Biotar со светосилой 2.0 и фокусным расстоянием 58 мм. Выпускался на двух заводах КМЗ и Белома. КМЗ Подмосковье, Белома Беларуси. У меня вот здесь в данном случае представлен два объектива, которые выпускались на заводе Беломо. КМЗ в данный момент нету. Встречались так называемая белая или серебряная версия, и чуть более позднее стала выпускаться черная версия. Была как в исполнении вот таком черном, так называемая зебра, вот с такими черно-белыми полосками, скажем так. А также была версия, покажу на примере 44.2, полностью черная. Выглядела вот она точно так же, только это был Helios 44, просто Helios 44. Helios 44 выпускался на всех заводах на резьбе М39. То есть для обычных переходников М42 эти объективы не подходят. Просто вот так ставить мы их не можем, держаться они не будут. Казалось бы, есть переходники для дальномерных объективов М39. Они вроде как по резьбе совпадают. Но нюанс в том, что они не совпадают по рабочему отрезку. Они обычно значительно тоньше. И, соответственно, если вы установите даже такой объектив на этот тоненький переходник, то у вас фокус уйдет туда, куда-то за матрицу. И вы не будете получать четких изображений. Поэтому, если уж очень хочется поснимать на такие объективы, для этого приходится делать такой финт ушами. Сначала нужно будет купить колечко М39, М42, навернуть его вот так, таким образом на объектив. И потом уже этот объектив ставить в переходник М42. Но и это еще не все. Полного счастья вы не получите. Нюанс в том, что у объективов Helios на резьбе М39 рабочий отрезок 45,2 мм. А у более поздних М42 у них уже идет рабочий отрезок чуть больше, 45,5 мм. Соответственно, если вы даже такую конструкцию соберете, у вас не будет так называемой бесконечности. То есть на дальнее расстояние фокуса не будет. Снимать вы сможете там до расстояния 5-10 метров. Для того, чтобы у вас появилась бесконечность, вам нужно произвести будет некоторые манипуляции. Нужно будет сам линзоблок утопить немножко глубже туда, в переходник. Как раз вот эти 0,3 мм нужно будет довыбрать. Для этого нужно будет, либо разобрав объектив, достать вот это юстировочное колечко и заменить его на какое-то более тонкое, либо каким-то образом его подсточить, а потом собрать объектив обратно. Тогда вы эти 0,3 мм как бы компенсируете, и у вас появится бесконечность. Вообще все эти манипуляции имеют смысл, если, как говорится, вам с шашечки, а не ехать. То есть, если вас интересует именно вот почему-то белая модель объектива, или вы наслушались каких-то суперлегенд про то, что первые версии гелиосов имеют какое-то там особенное просветление, и они лучше по оптическим свойствам, и у них лучше микроконтраст. Да, действительно, все это имеет какое-то отношение к реальности.
Ну, как я говорил, все это на уровне микронюансов. На мой взгляд, овчинка выделки не стоит, ну, если хотите, можете заморочиться. На мой взгляд, имеет смысл покупать такие объективы только в одном случае, если вы собираетесь снимать на пленку на какие-то старые фотоаппараты «Зенит», которые имеют резьбу М39, и у вас нет объектива. Тогда есть смысл приобрести такой объектив, либо он вам достался там каким-то случайным образом, кто-то подарил, нашли у себя или еще каким-то образом. Тогда, да, имеет смысл, может быть, там немножко заморочиться с его переделкой. При прочих равных покупать его, по большому счету, никакого смысла нет. Как я уже сказал, они бывают двух видов, двух заводов. Двух видов имеется в виду по внешнему виду, без покраски с алюминиевым корпусом и с покраской более поздние беломовские. Но также бывает, еще различаются по заводам. Самой лучшей версией считается объектив Helios 44 ранний завода КМЗ с 13-лепестковой диафрагмой. Здесь у нас, не знаю, видно или нет, здесь у нас 8-лепестковая диафрагма идет. И эта 8-лепестковая диафрагма, ну, дает такой не совсем идеальный круг, и на бокешках у вас будет видно, что некие такие угловатые бокешки. На 13-лепестковой же там практически идеальный круг получается при любом положении. Поэтому, ну, вот такие объективы, честно говоря, чуть-чуть побольше ценятся и стоят они подороже. И даже невооруженным взглядом там заметно, что нанесено какое-то немного другое просветление, из-за которого вот и ходят эти легенды о том, что это самый лучший Helios, у него самый лучший микроконтраст, и у него самое лучшее качество изображения. Возможно, в какой-то степени это действительно так, но, еще раз говорю, это все можно отловить только по каким-то проверочным таблицам. В реальной жизни вы никакой существенной разницы не заметите. Теперь из нюансов. Частенько корпус на таких серебристых версиях бывает такой покрыт темной, не знаю как это назвать, патиной, которая очень плохо очищается. Ее нужно полировать. Бывает очень сильно въедается в металл, и уже практически никакой полировкой невозможно ее привести в первозданный вид. Но смотрится он довольно-таки эффектно. Именно эта версия объектива. Как, впрочем, и черная версия тоже смотрится довольно эффектно. Особенно на старом фотике. При покупке рекомендую смотреть на то, насколько сильно зацарапаны линзы. Бывает, что, поскольку фотоаппараты обычно с этими объективами самые древние, то есть это обычно 50-х, 60-х годов производства, соответственно, линзы у них частенько бывают затерты. То есть там люди протирали тряпочкой их, как-то не особо задумываясь, что это вредно для объектива. Вот, и частенько бывает передняя линза исцарапана, на задней линзе бывают какие-то мелкие царапки. Вот, на это как бы очень внимательно стоит смотреть. Не могу сказать, что это прям как-то, просто сильно ухудшает качество изображения, какое-то влияние имеет. Также обычно все эти объективы имеют очень хорошее качество сборки. У них, в отличие от более поздних 44.2, обычно всегда сухая диафрагма. Бывает иногда, что высохла смазка. В целом, обычно таких проблем нет, но иногда бывает. Также бывает, что, поскольку объективы старые, там, по каким-то причинам, чаще всего в эти объективы кто-то уже лазил, а может быть и не по одному разу. И там все перебиралось, и зачастую кривыми руками все это собиралось заново. И из-за этого тоже могут быть проблемы какие-то. Кстати, все вот эти легенды о том, что на разных заводах, в разные смены у нас бывает разное качество объективов. На одних вы там легко ловите супер резкую картинку, на других вы получаете какое-то мыльное безобразие. На мой взгляд, не соответствует действительности. Если объектив в таком нормальном первозданном виде с завода, то они все там, естественно, проверялись, и все они обеспечивают нормальную резкую картинку. Если у вас какие-то проблемы с резкой картинкой, то на 99% этот объектив перебирался и собирался заново какими-то кривыми ручками, что-нибудь неправильно собрали, линзу не в ту сторону поставили или что-то неправильно установили. Скорее всего, все связано именно с этим. Соответственно, если вы у меня приобретаете такие объективы, все мелкие недочеты я устраняю своими руками, без глубокого вмешательства в объектив. Если объектив уже в таком плачевном состоянии вроде этого, то он просто продается со скидкой для умельцев и любителей перебирать и делать всяких франкенштейнов.
Следующая модель Helios 44-2. Самый, наверное, овеянный легендами и мифами объектив, который хочет приобрести каждый новичок, который недавно начал заниматься фотографией. Ну а как может быть иначе? Ведь на него снимают крутые фильмы, дюны, крутые видеоролики зарубежные, всякие модные фотографы. Что с ним только не делают, как его только не переделывают под киношную картинку, под еще какую-то аноморфную картинку. В общем, вариантов, как его переделывают, не перечесть. Переворачивают стекла. В общем, это по праву объектив легенда. Но, как ни странно, я, честно говоря, не рекомендую его покупки. Ну, точнее, купить-то его можно, проблем с ним особых не будет. Но при прочих равных, честно говоря, рекомендую вам рассмотреть чуть более поздние модели с литерой М. Они гораздо удобнее, с ними приятнее работать, и они по качеству исполнения несколько получше. Ну вот теперь давайте разберемся с объективом Helios 44-2, какие у него есть разновидности, какие заводы его выпускали и в чем его плюсы и минусы. Как вы видите, от предыдущей модели Helios 44 он существенно ничем не отличается. Из отличия это то, что у него применена резьба М42 для более поздних моделей фотоаппаратов. И под эту резьбу М42 пересчитан на 0,3 мм рабочий отрезок, который, скорее всего, просто за счет юстировки достигается. Как вы видите, видов исполнения этих Helios 44.2 у меня набралось аж 4 вида. Их выпускало 3 завода. Самым качественным и, с другой стороны, самым редко встречающимся исполнением считается вот это исполнение Helios 44.2 завода КМЗ. То есть он имеет вот такой глянцевый черный корпус. Ну, не могу сказать, что он что-то представляет собой какую-то выдающуюся по качеству сборки. Тоже все слегка люфтит, как и на всех остальных моделях. На мой взгляд, исполнение завода Белома, Зебра, так называемое, по качеству даже несколько получше, по качеству сборки. Ну, почему-то все любители, скажем так, часто у меня появляется запрос, а вот я хочу именно Helios 44 завода КМЗ. Вот у меня еще один есть КМЗшный. Ну, по качеству исполнения он, на мой взгляд, ничем не отличается, если даже не хуже, чем у завода Белома. По качеству сборки, на мой взгляд, завод Белома будет чуть-чуть даже впереди. У завода Белома же ранняя версия представляла собой вот такой вид. Это зебра с лаковым покрытием. Достаточно качественно все плотненько подогнано. Все элементы хорошо подогнаны. Чаще всего у этого завода попадаются объективы с сухой диафрагмой. У других заводов, например, у валдайского завода Юпитер, у него практически все поголовно объективы Helios 44.2, они с маслом на диафрагме. И, на мой взгляд, раз уж гоняться за какой-то коллекционной версией 44.2, ну, наверное, вот это, на мой взгляд, достойно наибольшего внимания. Она самая красивая из всех представленных и самое лучшее качество сборки. Возможно, вот такой КМЗ тоже будет интересен. Остальные, ну, обычные Helios 44.2. Также у завода Белома встречается вот такая версия Helios 44.2, вот с такими вот зелеными рисками, скажем так. Она выпускалась примерно до 80-х годов, насколько я помню. В таком исполнении они, кстати, попадаются в 70-х годов на всех 3 заводах. Вот они выглядят практически идентично. И отличаются они только значком на оправке. Это и завод Белома, и завод КМЗ. КМЗ очень редко встречается. Это буквально вот первый объектив из многих сотен, который мне попался. И также валдайский завод Юпитер. Чаще всего попадаются именно валдайские объективы, процентов, наверное, 60-70. Остальные в более редком количестве. Ну и надо признать, что валдайские объективы, наверное, по качеству будут чуть-чуть похуже в целом. Качество сборки здесь несколько похуже. Не на всех,
То есть тоже надо смотреть. Может быть, эти объективы, которые похуже разбирались или сильно были заюзаны. Вот, например, у меня валдайский, вот здесь все люфтит, да, вот видите. Возможно, его эксплуатировали нещадно. Возможно, тут качество сборки так себе было. И практически на каждом валдайском объективе у нас масло на диафрагме. По большому счету в этом нет ничего страшного. Масло на диафрагме вызывает проблемы у автоматических моделей более поздних гелиосов. На модели 44.2 особо никакой проблемы это не вызывает. Ну, кроме таких эстетических проблем, если вам неприятно видеть это масло на диафрагме. Вот. Открывается и закрывается она без проблем, потому что здесь полностью ручной привод, без автоматики. Но если соберетесь приобретать такие модели 44.2 у меня, то проблемы с маслом на диафрагме я устраняю. И вы будете приобретать их уже без масла. Пробежимся чуть-чуть по конструктиву. Здесь у нас такое некое углубление. Линзы сидят в неком углублении. И такого рода, своего рода естественная бленда. Сам по себе объектив достаточно небольшой, компактный. И весит относительно немного, около 200 грамм с небольшим. Здесь применяется 49-я резьба для светофильтра. Сюда можно навернуть еще дальнейшие дополнительные бленды. Крышки используются с диаметром резьбы 49 мм. Из, так скажем, неприятных особенностей лично для меня, и почему я не советую эти объективы в покупке, это является вот эта двухуровневая система управления диафрагмой. То есть если в более поздних моделях мы просто диафрагму берем и выставляем нужное значение, например, там 11, и просто снимаем на этой диафрагме, то здесь все не так просто. У нас здесь два кольца для диафрагмы, одно кольцо, которое вроде как закрывает диафрагму, вроде как плавно. Все с ним хорошо, но есть один нюанс. Вы не можете видеть значений. Те значения, которые здесь нанесены, они для первого кольца. И, соответственно, если мы будем управлять этим кольцом, то значения будут неправильные. Как говорят люди, развернуты наоборот. Соответственно, у нас здесь двухступенчатое управление. Нам нужно сначала установить, допустим, вот мы установили диафрагма 4. Видите, диафрагма открыта. И потом вторым кольцом мы можем быстро открыть либо закрыть до этого значения. Дальше он не позволяет. Это нужно для того, чтобы на пленочных фотоаппаратах, ну и на зеркалках вообще в частности, сфокусироваться на открытой диафрагме, чтобы легче поймать фокус и более, скажем так, больше света попадало вам в глаза. Особенно важно это в таких более сумеречных условиях. И потом вы могли быстро прикрыть диафрагму до нужного значения. Ну, своего рода такой анахронизм достался. В дальнейшем просто от этой системы отказались и стали диафрагму закрывать уже напрямую. Именно поэтому, если вы не хотите связываться с такой сложной системой управления диафрагмой, рекомендую вам рассмотреть к покупке более поздней модели. Также завод Белома выпускал еще вот такую версию Гелиоса 44.2, вот в таком обновленном модерновом корпусе. У меня, к сожалению, такой модели сейчас на руках нет. Есть модель только Helios 44.3 с мультипросветлением. По сути дела, она отличается от 44.2 только как раз наличием этого мультипросветления. В остальном он конструкционно представляет собой абсолютно то же самое. Здесь заменили вот эти вот детали обвеса, колечко. Снизу стало так вот выглядеть более плотно и массивно. Но по сути это остался тот же самый объектив. Соответственно, и для модели 44.2, и для модели 44.3 у нас здесь точно такое же управление диафрагмой, то есть вот этими кольцами сверху. Их здесь также два, и управлять ими все так же неудобно. Также для модели 44.2 и 44.3 в этом исполнении нужно быть очень внимательным, потому что вот здесь у нас есть на кольце вот такой вот выступ. На более ранних версиях этого объектива этот выступ был сильнее,
что приводит порой, если вы купите более раннюю версию, ориентировочно до примерно 90-го года. Такие модели выпускались. Это приводит к тому, что если вы навернете переходник, к примеру, и соберетесь снимать, то на более поздних версиях этот баг пофиксили, как говорится, и вот этот выступ немного источили. А на более ранних версиях этот выступ сильнее был. И из-за этого, когда вы начинали вращать кольцо фокусировки, выступ упирался в переходник и не давал вам фокусироваться. Вот. Поэтому в дальнейших версиях вот этот выступ сточили. Будьте внимательны, когда покупаете такой объектив. Это касается и модели 44.2 и 44.3. Если вам все же вдруг достался такой объектив с большим выступом, то это можно устранить, сняв вот это колечко фокусировки, открутив и сняв, и на какой-нибудь, не знаю, там, наждачном круге его можно чуть-чуть сточить. Тогда у вас будет все нормально садиться и нормально фокусироваться. Просто этот объектив был рассчитан под более старые фотоаппараты, например, Zenit E или Zenit ET, и там он спокойно садился, там на фотоаппарате есть небольшой такой выступ, и он как бы не мешал тому, что вот эта выступающая часть цеплялась за фотоаппарат. На более поздних моделях, например, на Zenit 19, у меня тоже были проблемы с этим Helios 44.2 выступающим. Он цеплял тоже за фотоаппарат и тоже не фокусировался. Поэтому эту модель в дальнейшем немножко модифицировали. Что касается вот этих вот объективов в таком корпусе, они чаще всего попадаются в отличном состоянии, с ними нет никаких проблем. У них все нормально и с диафрагмой, и диафрагмой без масла, и обычно они все в отличном состоянии, ничего не затерто, не сломано. Поэтому рекомендую к покупке, если есть желание. Вот. 44.3 от 44.2 отличается наличием мультипросветления со всеми вытекающими, как говорится. Вот. Поэтому смотрите, какая вам более модель предпочтительна. 44.2, естественно, дает такую менее контрастную, но более винтажную картинку. На 44.3 будет более контрастная, более цветастая и более современная картинка. Поэтому вы уж сами выбираете, что вам интереснее. Следующая модель Helios 44M. Оптически по производимой картинке она ничем не отличается от 44.2 и от 44. Будет ровно то же самое закрученное боке и абсолютно точно такая же картинка, ничем не отличающаяся. Поэтому смело можете брать вместо 44.2. Более того, я даже рекомендую вам брать его. Это мой самый любимый Helios, если честно. Он такой тяжелый, массивный, очень солидный, очень качественно сделан. Когда берешь в руки, понимаешь, что это вещь. Вот. Он отличается от 44.2. Как вы видите, здесь у нас есть 44М надпись, литера. Что означает моргающий? То есть у нас здесь объектив, который может моргать. Нет, с моргающей диафрагмой, так называемой. У нас здесь есть вот такой специальный рычажок, который переключает два положения. М мануал и А авто. Вот, в мануальном режиме мы можем управлять диафрагмой, просто открывая и закрывая ее в нужный момент. И она у нас будет жестко зафиксирована, все время открыта или все время закрыта в нужном положении. В автоматическом же режиме мы вращаем диафрагму и ничего не происходит. А происходить будет тогда, когда мы соберемся делать кадр. Так вот, я, допустим, выставляю сейчас диафрагму на 8. Сама диафрагма физически остается открытой. Это позволяет на зеркалке нам лучше сфокусироваться с меньшим грип и также лучше это произвести в более темных условиях. Но в момент, когда нам нужно будет сделать кадр, фотоаппарат оснащен специальной системой, специальным рычажком, который будет давить на вот этот вот рычажок другой. И в момент, когда мы будем делать кадр, на короткое время, вот таким образом, пока мы нажимаем кнопку, диафрагма прикроется и откроется вновь. Это аналог вот той двухступенчатой системы, которая была на 44.2. Просто здесь ее вот, так модифицировали и
управлять ей стало гораздо удобнее. Но если она вам не нужна, переводите в мануальный режим и просто управляете уже свободно. Ну, как видите, остальные параметры здесь неизменны. Что касается заводов, на которых выпускались эти объективы, самым часто попадающимся это вот завод КМЗ с таким логотипом. Иногда также бывает попадаются валдайский завод Юпитер вот с таким логотипом. Они несколько хуже по качеству сборки. Ну, это у меня такой более-менее ушатанный экземпляр, потому что у меня не было под рукой, к сожалению, более подходящего. В принципе, они тоже неплохие по качеству сборки завода Юпитер. Единственное, у них часто бывает проблема, что на диафрагме есть масло. Вот для таких объективов это уже достаточно критично. Потому что диафрагма в этом случае, тут очень нежная система, которая закрывает диафрагму. И в этом случае она может не закрываться. То есть она может как бы заедать. Для этих случаев рекомендуется, конечно, чистить диафрагму. Те объективы, которые я продаю, естественно, они все в нормальном рабочем состоянии с работающей диафрагмой. Что касается завода КМЗ, у них такой проблемы с маслом практически не бывает. Бывает, иногда попадается, но довольно редко. В основном диафрагма сухая. И само качество сборки в целом гораздо лучше. Ну, может быть, не гораздо лучше, но чуть-чуть получше. Ладно, так скажу. Еще можно отличить, что у КМЗ более матовая краска обычно, а у валдайского завода Юпитер у него бывает такая глянцевая краска. Сильнее блестит. Также бывает, но достаточно редко попадается и завод Белома, тоже делал такие объективы. Здесь, естественно, было все несколько переработано по сравнению с объективом Helios 44.2. Кольцо фокусировки здесь вынесено вперед, то есть на 44.2 мы вращали заднюю часть объектива, здесь для фокусировки надо вращать переднюю часть объектива. Кольцо диафрагмы, соответственно, смещено назад. Третье кольцо вообще упразднено. Здесь у нас идет тоже 8-лепестковая диафрагма, которая обеспечивает относительно ровное круглое отверстие. По крайней мере, это лучше, чем 6-лепестковое. Здесь диафрагма управляется вот таким колечком с достаточно нежными щелчками, достаточно удобными. В общем, на мой взгляд, один из лучших гелиосов, и крайне рекомендую именно его к покупке. Он дает такую винтажную картинку и сам по себе довольно солиден. В общем, так. То есть, такой объектив на века, если он не затерт, не сломан. Единственный нюанс, следите, чтобы диафрагма была чистая, без масла и хорошо закрывалась. Еще иногда бывает проблема, что не на всех экземплярах работает диафрагма в автоматическом режиме. Бывает, что в ручном все нормально работает, а в автоматическом нет. Следите, насколько для вас это критично. Для цифровых фотоаппаратов это не критично. Если вы собираетесь снимать на пленку при помощи старых зенитов, да, там это может иметь значение. Также крайне редко встречается, но все же встречается, вот в данном случае я вам ее показываю, версия с мультипросветлением Helios 44. Здесь такое, кстати, необычное зеленое просветление, оно довольно редко встречается. Обычно оно идет там какое-то либо коричневое, оранжевое, либо фиолетовое. Зеленое редко встречается. Да, еще из проблем, которые могут быть связаны с такими объективами, у них поскольку возраст уже этих объективов довольно приличный, они выпускались с 70-го по примерно 84 год, может 85 год, и, то есть достаточно давно, 50-40 лет назад. И у них довольно часто бывает проблема, что засыхает смазка в геликоиде. И он вращается неравномерно и достаточно туго. Вот. Это очень часто попадается такая проблема. То есть нужно этот объектив будет разобрать и смазать, скажем так. Естественно, если у меня вы приобретаете такой объектив, то такая проблема будет уже решена. Следующая модель объектива Helios 44 M4.
От 44М он отличается, ну, скажем так, упрощенным, наверное, можно так сказать, корпусом. Он менее массивный, полегче, покомпактней. Вот здесь из упрощений также теперь сделана 6-лепестковая диафрагма, которая дает такие гайки на буке своеобразные. Вот. Оптически, в принципе, это то же самое, что Helios 44-2 и 44M. Никакой существенной разницы между этими объективами по картинке нет. Отличаются они, по сути, только корпусом. Здесь такая же система. Переднее кольцо отвечает за фокусировку, заднее отвечает за диафрагму. Единственный нюанс: на Helios 44M вы видели, там был такой рычажок. Здесь такого рычажка нет. То есть он может работать только в автоматическом режиме. Если вы собираетесь использовать такой объектив на цифровых зеркалках, то вот этот рычажок что-то должно поджимать, когда вы собираетесь использовать диафрагму. На многих переходниках вот есть такой специальный выступ, который и поджимает эту диафрагму. То есть когда я его устанавливаю на переходник объектив, вот этот рычажок поджимается вот этим выступом на переходнике, и мы точно так же спокойно можем управлять диафрагмой. Бывают некоторые модели переходников, которые этим выступом не оснащены. Соответственно, в этом случае вы будете иметь проблему, что наденете объектив, а диафрагмой управлять не сможете. Это касается и всех более поздних моделей. 44 М5, М6, М7. Соответственно, тут нужно будет делать небольшую переделку. Либо купить переходник с таким выступом, либо в некоторых случаях это невозможно на некоторых системах. Поэтому придется сделать небольшую переделку. Надо будет снять вот эту заднюю часть и вот этот рычажок соответствующим образом поджать. По тому, как это переделывается, есть миллион видео на ютубе, можете посмотреть, это несложно. Занимает 5 минут. Иногда, очень-очень редко, несколько раз мне попадались такие объективы. Даже Helios 44M4 тоже оснащен таким же рычажком. Ну, он не совсем такой же, но функционал у него такой же. Он выглядит, конечно, немножко попроще. Но такие модели попадаются довольно-таки редко. В основном на ранних версиях этого объектива. Также бывает версия с мультипросветлением MC. Ну, тоже примерно то же самое, что и все остальные с мультипросветлением. Никакой существенной разницы вы не увидите. Эти объективы попадаются в основном двух заводов. Это КМЗ и Валдайский завод Юпитер. Вот с таким значком. По качеству сборки они примерно равнозначны, никакой существенной разницы я между ними не заметил. Другие заводы, я не знаю, производились или нет. Лично мне вроде как не попадались с других заводов. Единственное, как обычно, у Валдайского завода Юпитер иногда, все-таки не то чтобы сильно часто, но иногда попадается, что, как обычно, диафрагма у них в масле. И, соответственно, имеет проблемы с закрыванием и открыванием. Вот такую проблему, естественно, надо будет устранять для того, чтобы спокойно пользоваться. Естественно, если вы приобретаете такие объективы у меня, эта проблема будет устранена. Уже готово, все будет нормально работать. Теперь одним махом я расскажу сразу про целую серию объективов Helios 44M5, Helios 44M6 и Helios 44M7. Все они имеют приставку MC, все они с мультипросветлением. Пару раз мне попадались Helios 44M5 без мультипросветления, а может быть даже один раз, и чему я был, честно говоря, даже очень сильно удивлен. Ну, в целом я их объединил сразу все, буду рассказывать про них, про все сразу, потому что, как я уже объяснял, никакой существенной разницы между ними нет. Да, возможно, по тестовым таблицам, если сильно увеличивать M7 будет чуть-чуть выигрывать, возможно, но я на практике никакой разницы не заметил, как ни старался. Как мне в комментариях под прошлым роликом писал один человек, который вступил со мной в полемику в том, что разница очень существенная, оказывается, есть.
как он мне заявил, я глазом и не смогу увидеть никакой разницы. Нужно по каким-то там тестовым таблицам, с каким-то специальным оборудованием и специальными программами отлавливать эту разницу. Что еще раз подтверждает, что существенной разницы для нас, обывателей, обычных фотографов, как бы нету. Если я не собираюсь никакими таблицами, никакими программами устанавливать эту разницу. На глаз они все одинаковые абсолютно. Ну, возникает резонный вопрос, а чем же они отличаются? Я, честно вам скажу, не знаю. Чем они отличаются, я не знаю. Я пытался понять эту разницу, через мои руки прошли сотни таких объективов, но я не понял. Попытаюсь объяснить. Сначала я думал, что, может быть, корпусами они отличаются. Прикол в том, что корпуса на этих моделях, они попадаются разные. Вот у меня есть, например, вот в таком корпусе Helios 44 M5. Есть Helios 44 M5 вот в таком корпусе. В таком корпусе самый распространенный корпус. Обычно попадаются все вот эти объективы именно в таком корпусе. Иногда бывает вот такой корпус. Они тоже, я не знаю, думал, может быть, они позже по годам стали их выпускать. Нет, они бывают и ранние, из ранних 90-х, и поздние из поздних 90-х. Логики и системы я как бы не уловил. Почему одни в одних корпусах. То есть одна и та же модель может выпускаться в разных корпусах. Более того, и 44 М6 бывает и в таком корпусе, и 44 М7 бывает и в таком корпусе. И 44 М7 бывает в таком корпусе, и М6 бывает в таком корпусе. И М5 тоже, как видите, бывает в таком корпусе. Если взять модель Helios 44 M4, MC Helios 44 M4, то любой из этих корпусов сам по себе компактнее. Сейчас попробую показать. То есть, видите, как бы 44 M4, он чуть-чуть повыше. Сделано это в основном за счет того, что здесь вот верхняя часть была убрана. На Helios M4 есть некое подобие встроенной бленды за счет большей высоты. Здесь эту часть убрали. Ну и общую высоту чуть-чуть подрезали. В результате этого он стал как бы более компактным. Такой больший закос под японские объективы. Если продолжить искать различия по стеклам, возможно, ну, тоже я заметил, что просветление здесь бывает тоже разным. И зеленым, и желтым, и красным каким-то, и фиолетовым. То есть тоже какой-то логики я не смог выявить. Есть какая-то пресловутая таблица в интернете, которая показывает, что у Helios 44 M7 45 линий на миллиметр, у Helios 44 M6, значит, у нее 40 линий на миллиметр, а у Helios 44 M5, по-моему, 30 или 35 линий на миллиметр. Ну, опять же говорю, практика, это не лично моими наблюдениями, это не подтверждено. Какой-либо существенной разницы я не заметил. В остальном по функционалу, вот, например, если взять Helios 44 M4 в MC-шной версии, он не будет ничем отличаться. У него чуть выше вот эта встроенная бленда. По функционалу остальном все здесь практически то же самое. Конструктив абсолютно идентичный. Ну, чуть-чуть более компактный корпус. На Helios 44 M7 иногда попадается еще другая разновидность корпуса. Она выглядит примерно так же, только у нее вот здесь вот такая серебристая окантовочка на кольце для фильтров. Для нас, обывателей, это никакой разницы не несет, но если разбирать объектив, то там, скажем так, немного свой конструктив какой-то. Не сильно отличающийся, но тем не менее после деталей друг от друга не подходят. Это особенный свой какой-то корпус. Соответственно, проблемы здесь все те же самые. То есть может быть масло на диафрагме, за этим надо следить, чтобы она закрывалась спокойно. И что еще? Ну и тоже может быть засохшая смазка. То есть эти вещи надо наблюдать, и они несложные в устранении, их можно легко устранить. Естественно, все объективы, которые продаются у меня, этих недостатков лишены. Ну и под конец еще парочка экзотических версий, скажем так, подбайонетные крепления. Они тоже ничем существенным не будут отличаться. Вот, например, MC Helios 44K4. По сути дела, это представляет собой то же самое, что MC Helios 44 M4. Единственное существенное отличие, здесь все сделано под байонет Pentax K. Поздние зениты выпускались с таким байонетом, и, соответственно, можно такие объективы устанавливать на пентаксы, вообще без всяких переделок, на цифровые пентаксы и на старые, скажем так, пленочные пентаксы.
без всяких переходников и переделок, просто устанавливаем этот объектив и работаем с ним. По картинке это будет то же самое, что Helios 44M4. Ну, именно по способу установки, и здесь диафрагма будет управляться своим соответствующим образом. Здесь все вот именно заточено под этот байонет. По этому объективу, а также по следующему объективу, про который я скажу, Helios 81N, у меня есть отдельное видео на канале. Там я более подробно с кучей примеров и фотографий рассматриваю эти объективы и сравниваю их с японскими одноклассниками того времени. Следующая модель Helios 81N, она выпускалась немножко в разных версиях и в разных видах. У меня здесь достаточно поздняя версия, уже из конца 90-х. Она тоже с мультипросветлением. Отличает его от остальных гелиусов то, что он производился на другом заводе, завод Арсенал, киевский завод Арсенал. По функционалу и внешнему виду, как мы видим, он очень похож на своих японских одноклассников, видимо, из которых и брался пример. У него очень легкая, приятная фокусировка. Очень компактное исполнение корпуса. И он заточен под байонет Nikon. То есть он без всяких переделок может сесть на большинство никонов. Зеркалок Nikon имеется в виду, конечно. И более того, тут даже значение диафрагмы будет передаваться в фотоаппарат. И тоже можно будет снимать на открытой. И использовать помощники по фокусировке и по экспозиции. То есть, если у вас Nikon, имеет смысл рассматривать этот объектив. Если у вас не Nikon, то, в принципе, он, не могу сказать, что чем-то особенным выделяется среди прочих гелиусов. Кроме того, что у него фокусное расстояние чуть поменьше. Здесь 50 мм, у всех остальных гелиусов 58 мм. Еще встречаются несколько гелиусов. Я могу вспомнить, это Helios 42, обзор которого у меня есть на канале. Там все подробно про него рассказано. Переходите туда, смотрите. Это очень большой громоздкий объектив. Отличается от обычного гелиуса тем, что там много стекла. И, соответственно, у него большая светосила. Также есть гелиус, который применялся на фотоаппарате Киев 4M. Называется он Helios 103. У него там тоже своя особая байонетная версия, которая заточена под объектив. На него практически нет переходников. И по картинке он как-то существенно, не могу сказать, что отличается, допустим, вот от этого Helios 81N. Поэтому какого-то особого смысла с ним заморачиваться я не вижу. Только если он вам как-то достался бесплатно, и вы хотите потренироваться. Специально покупать и изгаляться с ним я не вижу никакого смысла. Также есть еще объектив, который называется Helios 77M4. По сути своей он представляет из себя то же самое, что Helios 44M4, но у него фокусное расстояние чуть покороче, 50 мм, и он с мультипросветлением. В остальном никаких существенных отличий я там не нашел. Тоже про него какие-то легенды складывают, про то, что он очень-очень резкий и очень классный. Нет, не резкий, не классный, он ничем не лучше, допустим, вот этого Helios. Да и даже M4 с мультипросветлением он не будет лучше, кроме того, что фокусное расстояние немножко другое. Что, друзья, все про все гелиусы, в принципе, я вам рассказал. Все нюансы объяснил, которые знал. Еще раз повторюсь, приобрести можно любой гелиус, и никакой существенной разницы не будет. Поэтому смело покупайте то, что ближе к вам, то, что вам удобней, то, что вам легче достать, то, что в хорошей кондиции. Единственный нюанс, тут я бы смотрел на нужно или не нужно вам мультипросветление. Лично я предпочитаю без мультипросветления, потому что это дает чуть такую более винтажную картинку. У кого-то могут быть и другие предпочтения. А я на этом с вами прощаюсь. Всем хороших кадров и пока.